Август, лето, Малага. Что это значит? Это означает, что огромное количество туристов, а также, что приближается самый главный праздник в Малаге, который называется Ферия. Смотрите, уже подготовили арку, она за мной. Буквально 12 августа начнется ферия, и она продлится целую неделю до 19 августа. И сегодня я вам хочу рассказать немного о летней Малаге, покажу ее особенности, что происходит. Если вам интересна малагийская ферия и все хотите узнать о ней, то есть мое видео, заходите по ссылке, я оставлю в описании к видео. Но также в чем особенность испанского лета и вообще больших городов, это можно посмотреть вот так вверх. Я иду, и это навес на главных улицах. Такие навесы делают везде, не только в Малаге, особенно Севилья, Кордоба, Гранада, жаркие андалузские города. Я знаю, что даже есть в Мадриде навесы, возможно, и в другой части Испании. На севере Испании, кстати, я не встречала. В Андалусии это реально повсеместно, потому что так люди спасаются от жары. У нас нереально жарко. Этот июль выдался рекордным. В Малаге я первый раз увидела плюс 45. В следующий день было 42-43. Тем более я живу в студенческом районе, который на горе. Там жара еще сильнее ощущается. Если у моря на несколько градусов может быть поменьше за счет моря, то у нас просто очень жарко. А вот на вот этой неделе, буквально, это было, по-моему, 2 августа, если не ошибаюсь, мы вышли ночью выкинуть мусор в 12 ночи, и температура была плюс 36. Как люди спасаются от жары? Например, покупают мороженое. Вот в этом мороженом Касса Мира, который самый известный в Малаге, всегда огромные очереди, особенно если праздники. На ферии там будет не протолкнуться. Но еще один из лайфхаков. Мы с друзьями постоянно вечером ездим на море, организуем пикники. Этим летом я загорела мало, потому что все время на пляже я появляюсь вечером. Жара, жара, жара. И вот один из любимых моих памятников в Малаге. Это называется точка зрения, то есть на него как ни посмотреть, он все время по-разному тебе открывается. То ты видишь голову, лицо. Сейчас в тени, может быть, не совсем хорошо видно, но такой необычный памятник. Ну и, конечно, гулять только по тенистым улочкам, где есть тень. То есть как наступает лето, я перехожу на теневую сторону, или где есть навесы. По солнцу гулять не люблю, как и все испанцы. Наверное, все андалусы боятся вообще солнца. Люблю, когда гуляешь, и из разных улочек открывается вид на наш кафедральный собор. Причем этот кафедральный собор, он один из самых высоких зданий вообще в городе, и его можно увидеть с разных сторон города. Как видите, туристов очень-очень много. Их не пугает жара. Я смотрела испанские новости, и там показывают, что огромное количество туристов в той же Севилье, Гранаде, а это вообще пекло, и Кордоба просто нереальное пекло. Севилью называют сковородкой Испании, так же, как еще там есть город такой Эсих, очень знаменитый. Можете посмотреть по нему прогулку на моем 2 канале. И там очень-очень жарко. Там у меня живут друзья, и они это подтверждают. Одна из моих любимых улочек – Пасахи де Чинитас. И здесь знаменитое кафе Эль Пасахи, в котором раньше часто бывал знаменитый малагийский комик Эль Чикито де ла Кальсада, которому есть уже и памятник, и светофор, потому что у него очень много знаменитых фраз, его знают во всей Испании. И вот его портреты на столах. Я вам оставлю атмосферу города с ее шумом, как разговаривают испанцы, шумят. Это аутентичность Андалусии. Здесь всегда шумно. Как только собирается больше 2 испанцев, да даже уже 2, все тихо не бывает. Хотя бывают некоторые исключения. Но это большая редкость. Если кто не знает, то Малага – это еще город музеев. Их тут 36. И также по городу расположены вот такие туристические точки.
на которых написано, что это за вот улочка в Пасахе-де-Чанитас на разных языках, в том числе на русском, конечно, на английском, на испанском, он даже японский. Так что вы тут не потеряетесь. Смотрите, уже готовят на центральной площади Конституции площадку. Это точно для ферий, потому что осталась всего неделя. Арку уже подготовили. На этой площади всегда будут проходить концерты. Тут будет рекой литься Картахаль. Это такое знаменитое сладкое малагийское вино. Хотя в нем сыграла большую роль реклама. Потому что есть аналогичное вино Малага Вирхен, которое по качеству даже лучше. Продается в стеклянной бутылке примерно за 7-8 евро. И Картахаль, который продается в пластиковой мягкой бутылке, стоит столько же. И мы с моим испанцем все время ржем. Вот чудо рекламы. То, что это напиток ферий, и он расходится везде. То есть как только, если вы тут появитесь через неделю, вы увидите по всему городу эти бутылки, они такие цвета Барби, которые сейчас так популярны, в горошек. Горошек, чисто андалузский стиль. Как я говорила, у ферри есть дневная и ночная часть. Дневная обычно проходит в центре города, а ночная в шатрах. Вообще там на выезде из Малаги, можно так сказать. Кстати, днем часто открыто вот это место. Там тоже наливают, танцуют, играет музыка. Мы там были, но народу очень-очень много. Вы там будете как селедка в бочке. Или как сардины или бакероны, как мы говорим в Малаге. А в этом музее Кармен Тисейн продаются самые дорогие сардины. Espetos de sardines. Эта палочка стоит порядка 200 евро. Как вам такие керамические сардины? Пожалуй, я поеду лучше в Эль-Пало или Педрогалеха и там поем за 3-4 евро. Вот это кафе в Малаге отличилось и поставило в качестве навеса глаза девушки. Это знаменитые граффити. Граффитиста Докера, который находится рядом с театром Романа, то есть римским театром. Очень люблю испанцев за то, что они сохраняют свои традиции. Реально, эти ферии, местные праздники в каждом пуэбло, своя еда в каждом регионе. Это просто трогает. Вот, например, парни, видите, в одинаковых рубашках, там еще впереди такие же. Это мальчишник. Мальчишники тут всегда такие очень веселые. Это они еще попроще оделись, многие более весело одеваются, но всегда одинаково. Обычно в субботу вы встретите в разных городах. По крайней мере, у нас в Андалусии я их постоянно встречаю на побережье. Эти, похоже, едут на пляж, кто-то кататься на катамаране, кто-то в кафе. Ну, как жара, естественно, все хотят на пляж, к воде поближе. А здесь мне очень жалко. Вот этот магазин, который я показывала где-то несколько месяцев назад про Малагу, самый известный, самый старый обувной магазин Calzados Hinojosa, и он закрыт. Просто почему? Потому что хозяин ушел на пенсию, видите, написано 100 лет этому магазину, и вот он сейчас, я так понимаю, доступен для аренды. И я так думаю, молодое поколение, просто его там дети не хотят продолжать это дело. И такое очень часто происходит. Я часто это вижу в новостях, показывают, когда там закрываются старинные кафе, потому что молодежь, многие не хотят посвящать всю свою жизнь там в одному кафе. И это очень тяжелый труд. В Испании зарплаты работников отнимают очень большой ресурс у владельцев, и часто владельцы сами являются и официантами, и администраторами. То есть особенно когда такие небольшие магазинчики, небольшие кафе, там маленькое количество сотрудников, все бегают. Если кто видел испанских официантов, как они работают, это реально очень большой труд, и по много часов на жаре, как они все это успевают, не забывают, я восхищаюсь. И плюс еще успеют с тобой пошутить. По крайней мере, в Андалусии официанты очень-очень классные. Особенно в типичных испанских кафе. А еще я хотела бы, чтобы вы поучаствовали в моих видео. Напишите в комментариях, что бы вам хотелось узнать о Малаге, об испанцах, о менталитете, может быть, что я не рассказывала. Ваши пожелания я на будущее учту, на будущие выпуски. Пока наслаждайтесь улочками Малаги. Жаркими августовскими. Это очень симпатичное кафе. Кто хочет быть готов на 100% к ферии, есть вот такой магазин Эль Росио. И здесь продаются цыганские платья, но достаточно дешевые относительно. В Малаге, в принципе, магазины еще не такие дорогие, как в Севиле или Гранаде. Вот, и для детей
Очень часто женщины наряжаются с детьми вообще в одном стиле. Прям одинаковые даже часто платья. И еще незаменим обязательно обувь альпаргатос или эскадрильи на танкетке. Этот странный фонтан я до сих пор не понимаю. Как вам он? С другой стороны, он выглядит вот так. Мне кажется, это тот же самый скульптор, кто на площади Унисибай такие толстые фигуры сделал. Хосе Сибгири. Надо будет посмотреть. На центральной площади Конституции в Малаге закрылся это известное кафе, которое существовало где-то 120 лет. Кафе «Централь», и где вы видите разные виды кофе, которые только в провинции Малага. И сейчас его переместили в музей фламенко. Это музей арта фламенко Хуан Брева. И если вы хотите, когда вы будете в центре города на ферии, обязательно посетите это место. Тут будет аутентичный шоу фламенко. Естественно, песни, гитара, танцы. Я в этом музее была. В ночь музеев нам даже провели экскурсию, и все было бесплатно. Очень рекомендую это место. Здесь реально аутентичная фламенко, не для туристов. Туда ходят испанцы. Родители мужа туда ходят. Они все время, каждый год приезжают в центр Малаги и посещают. А для тех, кто хочет увидеть Малагу в кино, не только вот в этом старинном кинотеатре Альбенис, мы посмотрели недавно отличную испанскую комедию, называется «Комедиос Манда». Там тоже с испанским комиком Лео Харлем. И, к моему удивлению, она снималась полностью в Малаге. Там все центральные точки, все известные места. Кто был в Малаге, обязательно их узнает. Очень классно. И такая поднималась интересная тема социальная, которая для Испании характерна. Это сообщество ЛГБТ, Министерство равенства и все такое. И старое поколение, как все это воспринимает. Очень комично. Рекомендую. И кто еще не знает, есть также, мы смотрели триллер, ну, можно сказать, триллер, детектив, скорее всего, даже больше, «Ля Чика де Ниеве», то есть девушка, я даже не знаю, как на русском она будет реально в русском интерпретации, «Снежная девушка». Это сделан фильм, он такой небольшой, короткосерийный, по мотивам книги малагийского писателя, тоже можете посмотреть. Но там не так много мест в Малаге, там в основном даже за пределами Малаги. Часто там Ринкон де ла Виктория, Локал дель Мораль и разные места рядом. И там еще Пуэбло. То есть если вы там не были, вы, конечно, это не узнаете. Так там не сильно показано. А вот в комедии «Комедиос Манда» прям вся Малага как на ладони. И очень красиво показано. Рекомендую. Также хотела еще дополнить, чем характерна Малага в августе. Не просто туристами, а туристами в купальниках. Просто реально гуляют по центру, везде, на них натыкаешься. То есть воспринимают все-таки Малагу как такой пляжный город. И этим она отличается от той же Севильи. Сейчас я стою напротив стены. Эта стена, когда заканчивается Алькасаба, и на ней выгравирован стих о Малаге. Называется «Райский город» «Сьюдад дель Параисо». И написал его поэт Висенте Александре. Я вам о нем уже рассказывала в другом видео о Малаге, что он тоже очень красивую фразу говорил «Малага мартини дель мар», которая мне очень нравится, то есть «морской мартини». Я вам раньше в улочках показывала красивые фразы о Малаге от разных поэтов. И вот, этот стих Висенте Александре, он, кстати, Нобелевский лауреат по литературе 1977 года. Так что, если будете в Малаге, приходите, почитайте. Надеюсь, вам понравилась моя импровизационная прогулка по Малаге. Если у вас остались вопросы, задавайте, буду рада ответить в комментариях. И до встречи в следующем видео. Адьос, пока, в городе Дель Параисо.